Мы еще немного покопаемся в темных масонских энергиях. Нам предстоит на планете наводить порядок Божий, поэтому важно понять, каким образом и кто умудрился ее изуродовать. Нужно добить эту тему до конца, а потом мы приступим к самому интересному. Будем из светлых энергий собирать наше соборное солнышко. Льюис Кэрролл является автором многочисленных ребусов и парадоксов. Один из самых известных, что общего между вороном и столом. Ворон – это падальщик, это символ энергии распада, страдания и смерти. Это главная сила в системе масоны иудейской премудрости, обозначаемая литерой G. Под столом же подразумевается престол Царства Христова. Тот самый престол, что находится в алтаре. Это образ мессианского царства. В данном ребусе речь идет о логическом парадоксе, о том, что в конечном итоге многовековая разрушительная деятельность иудеев приведет к диаметрально противоположному результату, к возникновению мессианского царства. С точки зрения логики, между тьмой и светом не может быть ничего общего. Что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром. Однако, по факту, где умножается грех, там преизобилует благодать. И по мере достижения полноты зла, когда ее уровень поднимается до престола Бога, ситуация во Вселенной переворачивается, и весь иудейский проект оказывается опрокинутым на самое дно. А Святая Русь, наоборот, из состояния праха возносится на высоту Сиона. Переворачивание с головы на ноги по историческим меркам произойдет в кратчайшие сроки, как бы мгновенно. И по факту получается, что чудовищные злодеяния, организованные иудеями, это всего лишь пружина, которой заряжается катапульта Святой Руси. Попытаемся понять, что же не смог уразуметь Льюис Кэрролл. Устами сумасшедшего болванчика он говорит, что не имеет ни малейшего понятия, что общего между силами распада и царством света. Конечно же, тьма не рождает свет. Именно за этот каламбур поплатился булгаковский рыцарь, тот, что неудачно пошутил. В реальности все остается на местах. Тьма питается злом, а свет возносит к Богу, и ничто не смешивается. Дело совсем в другом. В том, что, создав свою гениальную систему зла, иудеи породили вселенского монстра, питающегося инфернальными энергиями. Того самого зверя, выходящего из моря. И этот монстр, подобно пылесосу, засосал в себя все грехи, какие были только на свете. Соответственно, чтобы освободиться от власти тлена, нужно просто покинуть эту систему. В этом смысл исхода. Мессианское царство – это новозаветная территория, свободная от каких-либо форм распада. Потому что всю инфернальную энергетику Вселенной иудеи скрупулезно собрали буквально веничком и упаковали в их столь любимый новый мировой порядок. На самом деле, руками иудеев Господь создавал свой новый святой народ. Чем больше в мире зла, чем теснее и неуютнее жизнь, тем больше в блудном русском народе зреет желание вернуться в отчий дом. И масоны считают, что тем самым существование зла оправдано. Эта идея выражена в известном парадоксе гетовского Мефистофеля, который вечно хочет зла и вечно совершает благо. Эта мысль является краеугольной в масонской философии. И ее, на первый взгляд,
трудно опровергнуть. Тем самым масоны и оправдывают свою разрушительную деятельность. Однако в реальности они никоим образом становлению блага не способствуют. Их положительная роль в другом. Они ассенизаторы. За свои 100 лет Иудейское царство собрало в себя все дерьмо, что было и в православной церкви, и в русском народе, во всей вселенной. Именно поэтому Господь не препятствовал их намерениям, позволил победить святых, задушить Русь и посадить русский народ на 100 лет в морозильник. Потому что поиск выхода из ловушки стал тем горнилом, в пламени которого родилась нация царей, идущих от восхода солнечного. Вавилонское пленение, невероятный духовный голод создали условия для колоссального напряжения духовно-интеллектуальных сил, для самоотверженного рывка в заоблачную высь. Благородный олень, штурмующий небо, от которого разлетаются языки благодати, это символ ищущих лице Бога Иаковля. И на этом героическом пути выковался человек нового типа, человек мессианского царства, который обретает Бога не по внешнему научению, как это было 2000 лет назад, а по внутреннему самостоятельному поиску Святаго Духа и обретению живого Христа, сделанному вопреки всему миру, вопреки государству, вопреки церкви, вопреки близким и знакомым, вопреки всем авторитетам, вопреки собственным сомнениям, вопреки всей вселенной зазеркалья, которые неистовствуют и бешено бросают все свои ресурсы, чтобы сбить с правильного пути, чтобы заморочить, обмануть, напугать, уничтожить. И тот, кто победит в этой фантастически неравной схватке, тот становится человеком священно-царственного типа, способным идти против всего мира и побеждать его. Таким образом, знаменитый ребус Льюиса Кэрролла решается совсем не так, как это подразумевает сам автор, придерживающийся масонских взглядов. Зло ни в коем мере не является силой становления Царства Света. И в ребусе нет парадокса, потому что энергии распада являются силами очищения, а не силами становления, созидания. Инфернальные силы сжирают продукты собственного производства, всю гниль, болячки и гнойные язвы, которыми был облеплен русский народ. Становление же Святой Руси начинается там, где заканчиваются действия сил распада. И у престола царя славы действительно нет ничего общего с энергиями Черного Ворона. И сейчас мы приступаем к строительству мира, в котором силы тлена будут полностью заблокированы. И мы уже начали рассуждать в новозаветных категориях, которые недоступны для иудеев. И это большая для них проблема. Они не способны мыслить в новозаветном формате. Они не могут представить мир без теней. Мир, где тень является не тенью, а другим видом света. У них в головах одни шахматы и клетки. А у нас в иконографии теней нет вообще. Потому что новозаветная энергетика строится на совершенно иных принципах. И эти принципы сейчас известны только нам.